Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь. Гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много для вашего удобства. Они собраны в небольшие коллекции. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет и слова благодарности. Вы моя большая группа поддержки. Спасибо большое вам за теплые слова, за пожелания. У меня сегодня ниточки Визель. Называется Rainbow Angora. Сразу же скажу цвет, чтобы не забыть. Цвет 31. Что это за ниточки? Смотрите. В 100 граммах здесь находится 550 метров. Очень интересно. Далее состав, смотрите. 15% мохер, 10% альпака, 15% мериносовая шерсть и 60% акрил. Видите? И, конечно, советует производитель, берите эти ниточки и вяжите спицами. Да, классно. Лицевая гладь, уже переходящий получается цвет, уже будет красиво. Но мы хотим спицами и крючком тоже, да, получается, попробовать. Итак, смотрите, нам здесь показывают от 5 до 6. Но мы вот данный метраж ниточек, да, как бы вязали всегда, ну, это я вот вяжу, да, 3. В принципе, меня устраивает. Если вы хотите сделать более узорчик поплотнее, берите размер поменьше. Если хотите более рыхлый, побольше. А также можете брать и 5 и 6, как нам советует производитель. Угу. Вот. Итак, кто спрашивает производителя, это получается Турция. Вот, все, показала. Ну что, хочу вам сегодня, конечно, добавить к узорчику схемку, потому что схемка, в принципе, хорошего качества, она читабельна. Получается, по узорчику, раппорт узорчика 8 петелек. Давайте с вами наберем, например, сколько? 41 воздушную петельку, да? Потому что ниточки тоненькие, крючок тоненький. Все время набираю по 30 петелек. Пусть будет 41 воздушная петелька. Ну что, свяжем? Итак, для начала делаем петельку фиксации. Есть. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь 41 воздушная петелька. Поехали. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Вот наш будущий образец. Чтобы я не забыла, сразу же скажу. По схемке вы увидели, да, что там видно что-то волны. Не забывайте, что волны, в принципе, немножечко как бы образец сужают. Понятно? То есть, когда будете набирать петельки и считать образец, вы, конечно, обратите на это внимание. Так, далее мы делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. А теперь отсчитываем, получается, 7 петельку от крючка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. И в 7 петельку вводим крючок, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. То есть сейчас мы с вами сделали вот такой как бы квадратик. Мы пропустили 1 петельку снизу, 1 сверху, а это наш столбик, который стоит на петельке. Поэтому столько петелек 7 мы с вами пропускали, да? 6 пропускали, в 7 провязывали. Идем далее. Воздушная петелька. В цепочке 1 петельку пропускаем, будьте внимательны. И в следующую петельку провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Опять воздушная петелька. В цепочке пропускаем 1 петельку, в следующую петельку провязываем столбик с накидом. И у нас с вами формируется, ну вот как, скажем, окошечки, да, вот такие вот. И так далее до конца ряда. Воздушная петелька. 1 петельку в цепочке пропустили, в следующую провязали столбик с накидом. Понятно? И все, несложно. Видите, серенький сменяется беленьким цветом. 1 петельку пропустили, следующую столбик с накидом. То есть мы с вами здесь дополнительный ряд делать не будем, да, как мы бывает делаем в некоторых узорчиках, а сразу же приступили к самому узору. Все, понятно? Вот такие вот окошечки, вагончики, паровозики делайте до конца ряда. Ну, вы же справитесь, я уверена. Давайте, а в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот наши квадратики, вагончики готовы. Далее что мы делаем? 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И сюда же в столбик, да, предыдущего ряда, вот в этот столбик верхушку мы провязываем еще 3 столбика с накидом. 1. Сюда же столбик с накидом 2. Сюда же столбик с накидом 3. Это как бы будет верхушка нашей волны.
Так, смотрим по схемке, повторяем. Теперь будем опускаться с волны. Вот, у нас как ориентир. Окошко, столбик, окошко, столбик, окошко, столбик. Понятно, да? Мы не пропускаем ни одного окошка, ни одного столбика. В первое окошко нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. Далее, в следующий столбик, получается, сделали накид, нырнули в столбик, вытянули ниточку и провязали 2 петельки, стоп. Все петельки держим на крючке. То есть такие вот у нас неполные столбики. Считаем, да, получается. Раз, 2 столбика провязали. В окошко 3 столбик неполный. Все держим на крючке. В столбик 4 столбик. В 5 в окошечку столбик. 6 столбик в столбик. И 7 в окошечко. Есть. И получается у нас с вами вот 8 петелек на крючке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И их мы провязываем все вместе. Смотрите. Раз провязали и обязательно зафиксировали. Понятно? То есть у нас должна получиться вот такая вот картина. Как бы веерочек наоборот, да? Идем далее. Теперь мы должны будем с вами провязать сверху веерочек, который будет смотреть вверх. Сейчас у нас смотрит вниз, а теперь будет вверх. Мы закончили с вами на окошечке, поэтому мы берем с вами следующий столбик и в него провязываем 7 столбиков с накидом. Раз. Сюда же. 2. Сюда же. 3. Сюда же. Ниточка там зацепляется, прям не хочет. 4. Сюда же. 5. 6. И 7. То есть ничего сложного. Веерочек вниз, веерочек вверх. Следующий веерочек у нас будет точно так же вниз. Да? То есть мы его перевернем. Итак, не пропускаем ни одного квадратика, ни одного столбика, ни одного кошечка, ни одного столбика. И точно так же набираем на крючок 7 столбиков. Итак, накид 1, накид 2, поняли, да, окошко, столбик, окошко, столбик, накид 3, накид 4, накид 5, накид 6, накид 7. И у нас опять 8 петелек на крючке. Мы их все вместе одной петелькой, ниточкой провязываем. Раз, аккуратненько. И обязательно зафиксировать. Оп, понятно? И то есть у вас будет получаться так вот: вниз опустилась волна, вверх, вниз, дальше будет вверх. Понятно, да? То есть вы, получается, закончили последний столбик в окошечке. Вот, в окошечке. Значит, следующий столбик мы его провязываем 7 столбиков с накидом. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Понятно? Вот. Веерочек вниз, веерочек вверх, веерочек вниз, веерочек вверх и так далее до конца ряда. Договорились? Давайте, провязывайте. У вас получится. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот наша волна провязана практически до конца. Смотрите, осталось что? Получается, веерочек у нас смотрит вниз. И остался последний столбик. Помните, делали много-много петелек? Вот, получается, последнюю петельку мы ныряем и провязываем в нее 4 столбика с накидом. Раз, сюда же. 2, сюда же. 3 и сюда же 4. То есть мы заканчиваем ряд точно так же, как и начинали. Да? Помните? Здесь тоже мы делали 3 петельки подъема и 3 столбика. Вот, значит, и закончили так же. Далее 3 воздушные петельки подъема. Раз, 2, 3. Поворот. И 1 воздушная петелька по узорчику. Есть. То есть получается по итогу 4 воздушные петельки мы набрали. Далее, смотрите. Один, получается, столбик мы пропускаем. Так. И в следующий столбик мы провязываем обычный столбик с накидом. Есть. Далее опять воздушная петелька, столбик пропускаем и в следующий столбик, вот центральный, который соединял, получается, наши все столбики, в эту петельку ныряем и провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька. Теперь мы должны перепрыгнуть на следующий веерочек и первый столбик следующего веерочка, первый столбик мы пропускаем,
Во второй провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька, столбик пропускаем, следующий столбик с накидом. Воздушная петелька, столбик пропускаем, следующий столбик с накидом. Воздушная петелька, столбик пропускаем, и вот в центральной получается петельку, да, предыдущего веерочка, столбик с накидом и так далее до конца ряда. То есть мы с вами провязываем точно так же, как в самом первом ряду. Весь ряд у нас будет состоять из окошечек. Понятно? Будьте внимательны. Пропускаем по одному столбику. Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот мы провязали наши окошечки. Так, ряд готов практически. Смотрите, как заканчиваем. Воздушная петелька. И мы пропускаем один столбик. И вот у нас были 3 петельки подъема. Делаем накид, ныряем в третью петельку подъема и провязываем обычный столбик. Все, ряд наш закончен. Далее опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Поворот. И повторяем ряд, где мы делали столбиками волны. Угу. То есть мы сюда же, в этот же столбик ныряем и провязываем 3 столбика с накидом. 1, сюда же. 2, сюда же. 3. Вспоминаете, да? А далее, получается, у нас идет волна вниз. То есть мы делаем 7 столбиков с накидом с одной верхушкой и ныряем в окошко, в столбик, в окошко, в столбик, в окошко, в столбик. Давайте повторим. Накид. В окошко первый столбик, провязываем не полностью, 2 петельки на крючке. Стоп. Накид. Следующий столбик, столбик, провязываем 5 не полностью. Стоп. Получается еще раз. Стоп. Третий столбик. В столбик четвертый столбик. В окошко 5 столбик. В столбик 6 столбик. И в окошко 7 столбик. Все. Далее провязали все опять вместе и обязательно зафиксировали. Вспомнили? А далее получается в следующий столбик, вот наш следующий столбик, мы будем в него провязывать 7 столбиков с накидом. Все, то есть вы, получается, повторяете полностью второй ряд. Угу. Сейчас довяжу. 3, 4, 5, 6, 7. Понятно? Вот, получается, первый ряд, третий ряд, да, то есть все нечетные ряды у нас будут окошечки. 1, 3, 5, 7, 9, 11 и так далее. А четные ряды у нас, получается, будут волны. 2, 4, 6, 8, 10, 12 и так далее. Понятно? То есть вот, получается, сам по себе узорчик состоит из 2 рядов. Первый окошечки, возвращаетесь веерочками, да? Дальше окошечки, веерочки, окошечки, веерочки, окошечки, веерочки и увеличиваете свой образец до нужного размера. Давайте я тоже провяжу несколько рядочков, то есть принцип узорчика уже понятен, схемка перед вашими глазами. И встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Настолько увлекательно, настолько затягивает. То есть смотрите, сколько я рядочков провязала. Тем более еще ждешь перехода цвета. Беленький переходил в светло-серенький, потом в темно-серенький, потом в темно-розовый, гляньте, потом розовый посветлее. А дальше уже будет переходить в фиолетовый, в такой ярко-голубой, да. Оставим эту расцветочку до следующего узорчика. Вот, решила на этом остановиться. В принципе, суть понятна. И мне кажется, узорчик, конечно, двусторонний, да, но эта сторона, мне кажется, выглядит симпатичнее. Посмотрите, сравните, да? Как бы это не так выглядит, а вот это вот прям такое ощущение, что выпуклые сами веерочки, они сами по себе как бы такие вот пухлястики, да, бубочками такими. Вот, давайте замерим нашу красоту. Набирали 41 воздушную петельку. Если же это плотность вязания, этот же крючок, да, это же, например, пряжа, ну, допустим, да, то вот это получается у нас, ну, вот 18 с хвостиком сантиметров. А тут, смотрите, получается, каждая волна, да, это получается окошечко и волна, то есть по 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Вяжется, я вам просто говорю, обалденно быстро. Итак, ну что, замерим, получается, как? По высокой части сверху и, получается, по этой же части, да, снизу. Как правильно назвать? Волна. 16 сантиметров. Красота? Красота. Ну, понятное дело, что за счет воздушных петелек узорчик будет вот такой вот тоже тянущийся. Но я, конечно, в первую очередь думала данный узорчик применить именно для
палантина. Но смотрю, смотрите, это может быть и кофточка, это может быть и кардиганчик. А если взять ниточки потолще, да, снуд, классно, шарф, шикарно будет смотреться. А дальше уже в зависимости от вашей фантазии. И коврик, и чехол отлично будут смотреться. То есть любая пряжа, да, летняя, например, да, хлопочек, это будет топичек, маечка. Если это, например, полиэфирный шнур, шикарный ковер, тем более вот с таким вот получается массажем для ножек. Класс. Я, как всегда, жду ваших комментариев, куда можно данный узорчик применить. Возможно, кто-то уже узорчиком этим вязал, рассказывайте, что вязали. Нам тоже всем интересно будет. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много нового интересного. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда появятся новинки на канале. Под видео внизу справа находится стрелочка «Поделиться с друзьями». Делитесь. Итак, всем ровных петелек. До новых видео. Пока-пока.